Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Для того, чтобы защитить аккумулятор автомобиля от полного разряда или короткого замыкания, обязательно стоит присмотреться к невероятно эффективному прибору под названием стоп-разряд. Защитное устройство закрепляется на самой аккумуляторной батарее, и сделать это может даже неопытный автовладелец всего за 3 минуты. Если водитель оставил фары включенными, то при снижении емкости аккумулятора до половины стоп-разряд отключит его от сети. При этом нужно, чтобы автомобиль был в покое не менее 10 минут. Если при этом нужно открыть авто с ключа, достаточно слегка пнуть по колесам, и вибродатчик защитного устройства снова включит аккумулятор. Но если произошла поломка и вы включили аварийную сигнализацию, то стоп-разряд не будет отключать батарею вплоть до полного ее разряда. С этим устройством защиты можно не бояться полного разряда аккумулятора, даже если вы забыли выключить свет фар. Бордюры важны для тротуаров, но для автовладельцев это порой настоящая проблема. При парковке часто невозможно рассчитать расстояние, вследствие чего происходит наезд на бордюр не только резины колеса, но и даже дисками. Для того, чтобы защитить диски колес от повреждений при наезде на бордюры, стоит купить специальные силиконовые защитные ленты. Эти ленты предлагаются к продаже в 10 цветах на выбор, а длина одного рулона равна 8 метрам, чего вполне достаточно для любого легкового автомобиля. С одной стороны это защитная полоска, а с другой вполне подходит для декора, подчеркивающего изысканность вкуса автовладельца. Ведь с этими полосками диски автомобиля приобретают стильный внешний вид. Для того, чтобы прикрепить полоску к колесу, достаточно отделить защитную пленку и приклеить полоску к колесу, так как клеящая поверхность обеспечивает очень сильную фиксацию. Практически каждый автовладелец знает, что масляный фильтр необходимо закручивать только руками, но когда приходит время замены масла, фильтр в большинстве случаев невозможно открутить. При этом ни в коем случае нельзя пользоваться молотком, зубилом или монтировкой во избежание повреждения резьбового гнезда, на которое прикручивается фильтр. В этом случае поможет специальный съемник для фильтра с механизмом автоматического зажима. Перед покупкой можно выбрать один из 3 типов ключей: с пластиковой зажимной лентой, с сегментным металлическим механизмом зажима или с цепью. Все 3 ключа для снятия масляного фильтра прекрасно справляются со своей задачей и отличаются только стоимостью и долговечностью. Одни люди предпочитают пластиковый дешевый, другие металлический долговечный, хоть и дороже. А какой выберете вы? При ремонте и обслуживании автомобиля часто приходится продувать технологические отверстия, чтобы очистить их от пыли, грязи или масла. Это особенно важно делать перед ввинчиванием болтов в резьбовые отверстия. Если в них останется масло или вода, то проблем не избежать, так как жидкости практически не сжимаются, и при большом усилии может произойти разрыв детали или образование трещин. Для того, чтобы суметь эффективно продуть такие отверстия, даже в труднодоступных местах, необходимо купить продувочный пистолет с длинным носиком. Имея под рукой такой продувочный пистолет, который подсоединяется к компрессору через шланг, вы сможете добраться до самых неудобных мест для продува и очистки отверстий от пыли, грязи и жидкостей. В условиях обычного гаража каждый автовладелец сможет самостоятельно разбортировать и забортировать колесо, если под рукой окажется этот уникальный станок для разборки шин. По своему принципу работы это классический шиномонтажный аппарат, но при этом он намного проще устроен и, соответственно, намного дешевле профессионального станка. Такой станок для разборки шин пригодится не только в автосервисе, но и практически в любом гараже, владелец которого умеет работать руками. Очень легко снять резину с диска и установить ее обратно сможет каждый, кто приобрел такой станок, а это существенная экономия времени и средств, ведь теперь не придется по каждому поводу отправляться к шиномонтажным мастерам. Портативный ножничный автомобильный подъемник – это инструмент первой необходимости в каждом автосервисе, но даже в обычном гараже такой подъемник будет весьма востребован. По сравнению с классическим стоечным подъемником, этот портативный подъемник обладает существенным преимуществом, которое выражается в его компактных размерах. Установив такой подъемник под автомобиль, можно легко и быстро поднять его на небольшую высоту, достаточную для ремонта и обслуживания. В силу конструктивных особенностей подъемника, его можно полностью
полноценно использовать даже при подъеме старых автомобилей с ржавыми порогами, так как подъем осуществляется через большую площадь днища кузова, а не через пороги. Стоит купить в гараж такой автомобильный подъемник, и ремонт автомобиля сразу намного упростится. При замене тормозной жидкости часто приходится откручивать шланги, что приводит к тому, что жидкость проливается, загрязняя и машину, и гараж. Водители, занимающиеся обслуживанием своего автомобиля, также часто пачкаются и портят себе нервы от такой грязной работы. Все, хватит, с грязной работой покончено, так как при использовании гидравлического вакуумного насоса для замены жидкости все эти проблемы уходят в прошлое. Для того, чтобы заменить тормозную жидкость, нужно подключить насос к компрессору, а специальный шланг засунуть в бачок с тормозной жидкостью или подсоединить его к колесному штуцеру для выкачивания тормозной жидкости. Сила всасывания жидкости регулируется при помощи обычного крана, который регулирует подачу воздуха от компрессора через насос. С насосом работать так легко, что справится каждый. Для того, чтобы закрепить огнетушитель в багажнике автомобиля, можно воспользоваться специальными фиксирующими ремнями, сделанными из нейлона. В комплекте поставки 4 ремешка, причем 2 из них короткие, для приклеивания на сам огнетушитель, а 2 ремня длинные и служат для крепления огнетушителя к стенке багажника. Для того, чтобы закрепить огнетушитель, необходимо снять защитную пленку с коротких ремешков и приклеить их к самому огнетушителю, который притягивается к стенке багажника при помощи длинных ремней, липучка которых прочно сцепляется с липучкой на огнетушителе. Эти ремни можно использовать и для крепления других изделий, хотя продавцы предлагают их именно для крепления огнетушителей массой до 4 кг. Для того, чтобы багажник автомобиля не превратился в большой бардачок, необходимо установить в нем ящик для хранения разных вещей. Этот ящик можно сравнить с небольшим автомобильным комодом, в отсеках которого можно разместить немало вещей. Для того, чтобы не потерялись мелкие вещи, есть выдвижные шкафчики, а для более крупных предметов имеется довольно вместительный основной отсек. Этот ящик для хранения вещей пригодится и при ежедневных поездках, и во время путешествий, когда приходится брать с собой много разных вещей и продуктов питания. Такой вещевой ящик пригодится каждому автовладельцу, но тем, у кого маленькие дети, без него просто не обойтись. Легко и удобно можно все свои вещи расфасовать по отсекам ящика и не беспокоиться о том, что они потеряются. Автомобильный видеорегистратор, встроенный в зеркало, оснащен камерой заднего вида, изображение из которого показывается прямо в самом зеркале. Объектив регистратора разрешением 5 мегапикселей снимает с углом обзора в 140 градусов, что обеспечивает прекрасную картинку того, что происходит вокруг автомобиля. При покупке видеорегистратора можно самому выбрать вариант без флеш-накопителя или же с флеш-картой на 16, 32 или 64 гигабайта. Видеорегистратор с 2 камерами обеспечивает с одной стороны съемку спереди и показ в режиме реального времени того, что происходит сзади автомобиля на дисплее, встроенном в зеркало заднего вида. Такая компоновка облегчает движение и не мешает обзорности, так как кроме привычного зеркала заднего вида, перед глазами водителя не будет дополнительных приборов. Сумка-багажник – отличное решение для тех, кто не слишком любит каркасные багажники или не желает тратить время на возню с дополнительной установкой стандартных крепежных элементов. Благодаря закрытой конструкции все вещи, которым не хватило места в штатном багажнике, будут надежно защищены от непогоды, осадков и вездесущей дорожной пыли. Сумка изготовлена из суперплотного полиэстера типа Оксфорд. Не только водонепроницаема, но и не пропускает внутрь даже очень упругие воздушные потоки. Более того, аксессуар снабжен высокопрочной прокладкой из полиуретана и плетеными стяжными ремнями, что значительно повышает его износостойкость. Обтекаемая форма – еще одно из преимуществ такого багажника, поскольку не издает никаких шумов и минимизирует сопротивление при движении, а это улучшает аэродинамику вашей машины. С такой сумкой можно совершенно безопасно размещать негабаритные вещи. Размеры это позволяют: 77 см по длине, 43 см по ширине и 51 см по высоте. Мягкий вариант крышного багажника особенно актуален как раз сейчас, перед началом сезона. Тем более, что купить его можно вполне по демократичной цене, в среднем около 3000.
Эргономичный подголовник от именитого китайского производителя аксессуаров Maluoxa, изготовлен из органической хлопковой пены 3D, которая славится своим потрясающим свойством, способностью запоминать изгибы всех предметов, попадающих на ее поверхность. Благодаря такому эффекту памяти аксессуар сохраняет ту форму, которую он приобретает при нагреве от тепла человеческого тела. Функциональность формы сохраняется до тех пор, пока новый объект не задаст изделию свою собственную форму. Если в процессе езды вы прикоснетесь к подголовнику затылком и шеей, он будет служить вам подголовником. Но если во время отдыха вы используете аксессуар как ортопедическую подушку, он сохранит контуры вашей головы и будет готов к использованию, исключая необходимость приминать и разглаживать наполнитель. В любом случае подголовник способствует оптимальной поддержке шеи или спины и обеспечит расслабление напряженных или затекших мышц. Внешнее покрытие, хлопковый велюр и мягкая искусственная кожа. Стоимость около 1000 рублей. Еще один вариант виниловой пленки, которая создавалась специально для тонировки осветительных и указательных приборов автомобиля. Толщины в 15 микрон вполне достаточно, чтобы надежно защитить стекла оптики от мелкого гравия и песчинок, которые со временем неизбежно снижают прозрачность стекла. Прочность пленки обеспечивается 3 слоями полиуретана, между которыми проложена светочувствительная среда. Прозрачность тоже высокая. Аксессуар пропускает около 95-97% светового излучения, задерживая в основном лишь искаженные периферийные потоки. Установка такой защиты не требует специальных знаний или инструментов. Достаточно хорошенько обезжирить оклеиваемую поверхность спиртом и воспользоваться канцелярским ножом для обрезки излишков. Рабочие детали, кстати, лучше обрезать с небольшим запасом. Размера 30 на 10 см хватит на оптику даже таких гигантов, как Volkswagen Touareg или Toyota Land Cruiser. При обработке обычных машин полотна хватает на 2 фары и подфарники. Ассортимент представлен большой цветовой палитрой. При правильной установке и эксплуатации пленка может прослужить до 7 лет. Диагностический адаптер-сканер ELM327, пригодный для любых марок легковых машин, может стать самым удобным и верным помощником отечественного автомобилиста. Конечно, столь компактный прибор не способен конкурировать с полноценным диагностическим стендом, но ошибки по двигателю или трансмиссии определяет довольно точно. Работает аксессуар только с агрегатами, совместными с потоками OBD2, и выполняет такие функции, как считывание кодов диагностических неисправностей и отображение значения этих кодов, отображение данных датчиков тока, температуры хладагента, оборотов двигателя, состояния топливной системы, света, расхода воздуха и так далее. Для задействования прибора нужно будет скачать программу Torque. После ее установки останется включить Bluetooth. Работает только с платформами Android, Symbian, Windows Phone. Затем просто сопрягаете устройство по паролю 1234, перезагружаете телефон и заводите машину. На странице заказа предлагается 2 версии ELM327, 1.5 версии и версии 2.1. Примечательно, что полуторная версия поддерживает большее количество потоков OBD2 и большее число авто по сравнению со второй версией. Подвижная переносная легкая доска предназначена для ремонта автомобиля в положении лежа. Такой аксессуар становится поистине незаменимым помощником, когда возникает необходимость что-то отремонтировать, а поблизости нет ни специализированного подъемного оборудования, ни обычной смотровой ямы. Рабочая поверхность длиной в 40 дюймов крепится на 6 прочных колесиках, которые легко проворачиваются в любую сторону. При этом сам пользователь находится в 12 сантиметров над уровнем пола. Нагрузка на колеса распределяется предельно равномерно, так что никакие рывки или удары инструментом не изменят положение вашего тела. Доска оснащена небольшим подголовником из полиуретана с упругим наполнителем. В нижней части имеется специальное отверстие для удобства переноски. Оно придется весьма кстати, чтобы можно было повесить аксессуар на крюк в стене гаража и тем самым сэкономить полезную площадь. Рабочая поверхность доски выполнена в анатомической форме и идеально подходит для людей среднего телосложения, вес которых не превышает 120 кг.
Если вам захочется украсить ноткой хай-тека интерьер салона вашего авто, обратите внимание на недорогие часы-термометр от бренда Speedwow. Оптимальное решение для тех, кто следит за временем и ценит пунктуальность. Эстетичный и функциональный аксессуар с легкостью крепится на решетку воздуховода от штатного отопительного прибора. Для этого на задней стенке прибора имеется съемная клипса-защелка, которая надежно удерживает часы даже при сильной тряске во время езды по плохим дорогам. Благодаря малой массе, всего 45 грамм, можно не опасаться, что аксессуар повредит решетку. Одна из изюминок этого маленького электронного чуда – отображение в режиме онлайн температуры нагнетаемого в салон воздуха. Если вы нажмете на одну из двух боковых клавиш, то задействуете ярко-синюю подсветку заднего фона ЖК-дисплея, но свет будет гореть только 5 секунд. Впрочем, этого времени вполне достаточно, чтобы увидеть на табло текущее время и состояние температуры. Размер аксессуара 8 на 2 см. Стоимость около 200 рублей. Магнитный браслет для инструментов. Этот аксессуар отличается прежде всего удобством. Все, что может понадобиться при ремонте, находится в пределах вытянутой ладони. Браслет для фурнитуры и инструментов изготовлен из суперпрочного полиэстера, ткань Оксфорд, а его внутренняя прокладка из плотного нейлона, велкро, так что никакие порезы, царапины или проколы ему не страшны. Недорогой и весьма практичный гаджет наверняка пригодится любому мастеру. Благодаря легкости и эргономичному исполнению он станет своеобразным мобильным органайзером для кратковременного хранения любых металлических предметов, будь то сверла, отвертки, гвозди и вечно роняемые шайбочки. Браслет весит всего 65 грамм, но благодаря вшитым неодимовым магнитам способен удержать на своей поверхности даже небольшой металлический рожковый ключ. Ткань Оксфорд плотна и прочна, но прекрасно пропускает воздух и гипоаллергенна. При помощи липучки можно быстро отрегулировать нужный размер, поскольку длины браслета хватает для обхвата запястья любой ширины. Особенно полезным окажется браслет при выполнении работ на высоте, где свободные руки в первую очередь очень нужны для безопасности. Гамак для ног на заднее сиденье транспорта. Ультрасовременное решение проблемы затекших ног специально для людей с сидячей работой и тех, кто страдает от отечности или болей в нижнем отделе позвоночника. Аксессуар изготовлен из 3D полиуретана с эффектом памяти, может стать незаменимым спутником быстро устающих людей и окажется весьма полезным приспособлением в любом путешествии. Пригодится такой гамак и дома, когда натруженные ноги отекли, а прилечь отдохнуть или принять контрастный душ нет ни времени, ни возможности. Аксессуар отлично поможет снять напряжение в мышцах ног после целого дня, проведенного в неудобной обуви или на высоких каблуках. Поскольку весит такой подвесной релаксатор всего 85 грамм, он нередко используется людьми, которые долгое время сидят неподвижно или постоянно в разъездах. Благодаря длинным ремням для подвески, диапазон применяемого аксессуара становится намного шире. От поездов, электричек и самолетов до городских скверов и дачных участков. Комфортно, полезно, безопасно. И все это вместе за 350 рублей. Один из непременных аксессуаров в современном автомобиле – салонный ароматизатор. Основная функция любого освежителя – нивелирование посторонних запахов, а их в салоне обычно предостаточно. Неприятно пахнуть могут и коврики, и обивка, и перевозимые грузы. Не говоря уж про стойкие ароматы пота, фастфудов или сигаретного дыма. Однако, если ароматизатор качественный, то он не просто создает в салоне приятную атмосферу посредством дезодорирования воздуха, он еще и озонирует его, а таким свойством обладают в основном освежители с твердым парфюмерным веществом в виде мелка, соли или шариков, обогащенных тем или иным ароматом. Наш ароматизатор-подвеска в форме пули как раз такой, с меловым стержнем, на который можно снова нанести любимое эфирное масло, когда исходный аромат выветрится. На странице заказа по умолчанию предлагается запах океана, но если написать продавцу, то вам пришлют пулю с ароматом лаванды, османтуса, жасмина, розы или лимона. Стоимость подвесного кулона с ароматизатором около 250 рублей. В салоне чистый воздух и приятный микроклимат, а у водителя отличное настроение.
Защитная накидка на автомобиль для ремонтных работ. Ремонт – дело грязное, однако и его можно превратить в сплошное удовольствие, если воспользоваться этим незаменимым помощником. В комплект защитных чехлов, изготовленных из высокопрочного кожзаменителя, входят две накидки на крылья размером 115 на 45 см и одна накидка на капот размером 135 на 65 см. Простые и легкомонтируемые элементы отлично защитят и вас, и кузов от всевозможных загрязнений, но главное, во время сервисных или ремонтных работ сохранится неповрежденным лакокрасочное покрытие кузова, никаких царапин или несмываемых пятен от химикатов, или краски на нем не останется. Благодаря нескольким ремешкам с петлями и легким пластиковым крючкам процесс крепления будет очень простым, а благодаря намагниченной прокладке еще и надежным. Накидки плотно прилипнут к металлу и не свалятся на землю при первом же касании. Аксессуар подходит для большинства легковых авто и стоит относительно недорого, около 2500 рублей. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!